Клиент отказался даже делать тест-драйв на этом автомобиле, увидев эти недостатки. Да, я согласен, что машина дорогая, но нужно понимать, что эта машина секонд-хенд, и она не новая. Сейчас вам покажу, к чему он придрался. Хотя, честно говоря, на месте клиента я прекрасно понимаю, что машина стоит 50 тысяч евро. Вот, и она должна быть примерно в идеальном состоянии. Но, к сожалению, или у клиента были завышенные ожидания, или я где-то что-то прокололся. Скорее всего, я где-то не доработал, не доделал до конца эту машину, поставил в продажу. Клиент приехал, оставил депозит в 300 фунтов. Приехал с Уэльса с другом, посмотрел машину, провел при осмотре, наверное, минут 15. Приходит ко мне в офис, говорит: Денис, машина для меня. Я говорю: что случилось? Говорит: ну пойдем покажу. Показал мне все недостатки, поэтому я вам сейчас покажу. И вы напишите в комментариях, согласны ли вы с тем, что они слишком значительные, чтобы отказаться от машины, или можно ли было ли договориться, или слишком придирчивый клиент. Я считаю, что клиент чуть придирчивый, и я не доработал. Смотрите, вот здесь видно, вот это как бы при открытии дверей сразу бросается в глаза, да? Чтобы это все было сделать, мне нужно было красить все двери, чтобы попасть в цвет. Это первое. Дальше, смотрите. Здесь все нормально было. Здесь он увидел вот такую царапку. Да, я понимаю, машина дорогая, но как бы это не критично. Это второй косячок. Вот здесь это я лично профукал. Короче, вот эту штуку сделать было нельзя. Это нужно было красить полностью эту часть, потому что вот этот вмятин находится вот прямо на сколе. И вот здесь такая небольшая точка. То есть чувак, который делает мне денты, он тупо просто ко мне не приехал. Как бы он меня подвел условно. И такие вот мелочи отразились на продаже машины. Дальше. Вот здесь, видите, лак сошел. Наверное, красили задницу. Это третий косячок. И четвертый, сейчас вам покажу. Это багажник в таких вот царапинах. Видите, не знаю, как так получилось, но так получилось. Все. В остальном машина в хорошем состоянии для ее года, для ее пробега. Пробег у нее на километры 50 тысяч, она 2019 года. Это X3M Competition. Что я с ней сделал? Когда я покупал, машина была в ужасном состоянии. Я полностью восстановил диски. Купил назад задние колеса, новый Continental. Видите? Сделал второй ключ. Подкрасил сидушки. Вот здесь все подкрасил. Не знаю, здесь такие сколы. Видел это, не видел он. Да, я еще посмотрел. Видите, здесь кусочек торчит неровно. Здесь я подкрасил. Здесь подкрасил. И, скорее всего, наверное, знаете, когда он все начал исследовать, когда открываешь, типа, вот эту полочку открываешь, а здесь такая дырка. То есть, тупо... Наверное, когда машину подготавливали, просто с моей стороны я не перепроверил, как мы, сотрудники, подготовили машину. Как бы я их не виню, я должен был проверить машину лично сам, но получилось то, что получилось. И вдобавок ко всему к этому машины нет катализаторов, у нее стоит Stage 2. Но человек, который покупал машину, он об этом знал, что на машине стоит Stage 2, как бы для него это был не сюрприз. Вот, что дальше? Когда я увидел его лицо, он был очень-очень расстроенный. Я понимал его расстройство, но, наверное, у него были слишком большие ожидания к машине, которая уже 6 лет, и пробег у нее 34 тысячи, 35 тысяч миль. Вот, как бы я ему говорю, что я могу для тебя сделать, чтобы, как бы, ты остался доволен. Потому что человек приехал с Уэльса, а это 4 часа в одну сторону, плюс он друга с собой притащил. Короче, он говорит мне, давай 38 500. У меня после всех моих расходов еще остается вилка там
в несколько тысяч. Как бы, в принципе, я был согласен. Он, наверное, увидел то, что я согласен на эту сумму, и он подумал, что я, наверное, хочу очень скинуть машину эту. Он говорит, ладно, давай, как бы я еще раз пойду сейчас посмотрю, подумаю и скажу. Короче, выходит и говорит, Денис, говорит, нет, я отказываюсь от машины. И мне, знаете, был такой осадок, не в том, что я не продал, а вот, как бы я не могу объяснить, но мне как бы так было очень обидно. Хотя человек мог попросить у меня видео прислать, он не попросил. Вот, он приехал, просто оставил депозит. Но я считаю, что со своей стороны я ничего не скрыл, я ему все показал честно. Я понимаю, если бы он приехал, там ключа одного не было бы, диски были покоцанные, резина была бы лысая, там, не знаю, руль был бы ободранный, не знаю, кнопки были пошарпаны. Ну, можно до чего-то другого докопаться, но самое главное, что машина технически исправная. Но я понимаю, что когда покупаешь машину за такие деньги, там должно быть в идеале и снутри, и снаружи. Поэтому вот такая история о том, как машина эта не продалась. А машина, на самом деле, очень хорошая, цвет очень красивый. Стоит у нас в объявлении за 41 950. Сейчас я буду ставить, наверное, катализаторы, поставлю сток. Доделаю все эти козявки, и все, машина будет в идеальном состоянии, я так считаю. Напишите в комментариях ваше мнение, как вы считаете, клиент прав, не то, что прав, не прав, а он попросил сначала скидку в 4000. Я считаю, за 4000 машину можно было бы идеально сделать эту. Можно было полностью покрасить вот эту сторону. Хотя я считаю, что, вот ради такой вот точечки красить все. Или просто он хотел очень много денег скинуть, я не знаю. Но как получилось, так получилось. Поэтому всем спасибо, кто смотрел это видео. С вас лайк, подписка, комментарий. Всем спасибо.